motore eccezionale, veramente molto divertente, a qualsiasi numero di giri ha sempre da darti del divertimento. Sì. Всем итальянское доброе giorno. Сегодня у нас в гостях один из лучших представителей Naked средней кубатуры, Triumph Trident 660. В этом видео мы поделимся своими впечатлениями от вождения как по автостраде, так и в городских условиях. Сравним мотоцикл с его конкурентами и в конце дадим финальный вердикт, для каких целей и кому стоит покупать данный мотоцикл. Сперва давайте рассмотрим общую картину того, что сегодня предлагает нам рынок в категории среднекубатурный стандартный Naked. Итак, это Triumph Trident 660, Honda CB 650R, Yamaha MT-07 и Kawasaki Z650. Сначала я не зря подчеркнул слово стандартный. По этой причине в этом списке нет Apriliatona 660, Triumph Speed Triple, Honda CBR 500R, Honda CBR 650R. Их уже разберем в отдельном выпуске. И начнем мы, пожалуй, с главного, с характера мотоцикла, а он в свою очередь в большей мере определяется мотором и количеством цилиндров. Yamaha MT-07 и Kawasaki Z650 оснащены рядным двигателем с двумя цилиндрами. Triumph Trident щеголяет необычными для своего класса тремя цилиндрами, а в Honda CB 650R, согласно канонам японской классики, установлены рядные 4 цилиндра. По мощности лидером с большим отрывом является Honda – 95 лошадиных сил, но до них нужно еще докрутить, так как выдаются они на 12 тысячах оборотов. Максимальный крутящий момент составляет 63 Нм на 9,5 тысячах оборотов. Далее идет Triumph – 81 лошадиная сила на 10 250 оборотов и 64 Нм на 6250 оборотов. Yamaha выдает 74 лошадиные силы на 8750 оборотов и 67 Нм на 6500 оборотов. Kawasaki из этой четверки самый слабый, 68 лошадиных сил на 8000 оборотов. И здесь первенство я бы отдал Триумфу, так как максимальная полка его момента в 64 Нм выдается уже на 6250 оборотов. По среднему расходу на 100 км самый прожорливый является Honda со своими 5 литрами на 100 км. Далее идет Triumph 4.7, 4.6, Yamaha 4.2 и Kawasaki 4.3. И в этой категории безоговорочным лидером является Yamaha. Достаточно экономичный расход, при этом мощность 74 лошадиные силы, что заметно больше, чем у Kawasaki, но прилично меньше, чем у Triumph и тем более Honda. Ну а теперь настало время проверить мотоцикл в режиме автострада.
мотоциклу не составляет никакого труда разогнаться и держать 170 км в час. Я не поехал больше лишь по причине отсутствия страховочного ремешка на камере. Честно сказать, был приятно удивлен, как мотоцикл держится на высоких скоростях, и при этом отсутствуют любые намеки даже на малейшую вибрацию, чего не скажешь о Yamaha MT-07 и Kawasaki Z650. На Yamaha так вообще руль начинает походить на рукоятку работающего перфоратора свыше 5000 оборотов. На Триумфе же пара мотор-коробка и сцепление между ними работает просто на ура. Ты хорошо чувствуешь и слышишь, когда нужно понизить или повысить передачу, не оглядываясь постоянно на приборную панель. Все это помогает с легкостью слиться с мотоциклом и просто наслаждаться поездкой. Ветрозащита, как и у всех некедов, отсутствует, поэтому комфортной скоростью я бы назвал 130, но максимум 140 км в час. Дальше уже начинается борьба с ветром. По трансмиссии можно сказать, что коробка получилась у Триумфа просто на 5 с плюсом. Сцепление очень понятное, но по этому пункту у конкурентов также все на уровне, за исключением Kawasaki. Она менее intuitivная и плавная. A te piacerebbe tantissimo questo. Il tuo carattere non è KTM proprio, però cacchio, con questa moto io non ho neanche bisogno di guardare dashboard. Con la KTM devo sempre guardare quanti giri, qui proprio come con cervello tutto. E poi molto morbido, cazzo. Ну а теперь проверим мотоцикл в городской среде. И тут самое время поговорить о подвесках. Спереди на Триумфе стоит перевертыш Showa 41 мм в диаметре. На Honda также стоит перевертыш от Showa 41 мм. С Kawasaki и Yamaha так вообще все очень грустно, там стоят допотопные телескопы. Касательно задней подвески, у Триумфа стоит также моношок Showa с регулировкой по преднатягу. Какие моношоки стоят у остальных мотоциклов, не знают даже официальные сайты производителей, поэтому здесь я умываю руки. От подвески Триумфа у меня остались только самые позитивные впечатления. Она в меру поджатая и достаточно комфортная. Мотоцикл отлично отрабатывает неровности и при этом всегда готов к резким маневрам. Триумф ощущается собранным и легким. Ему начинаешь доверять с первых километров поездки. В управлении нет какой-то недосказанности и недопонимания. Все это, к примеру, я не могу сказать о том же Kawasaki Z650. По тормозам говорить особо нечего. Два диска спереди по 310 мм с двухпоршневыми машинками Nissin и одним поршнем с диском на 255 мм сзади. В принципе, тормозами я остался также доволен. Возможно, с пассажиром дела бы обстояли чуть хуже, но для Naked Bike я бы сказал вполне себе. Эргономика. Мой рост 173 см, и для меня посадка на Триумфе просто идеальная. Высота, ширина руля располагают к активному маневрированию, но в то же самое время комфортны и на дальние расстояния. Сиденье просто шик после невразумительной дощечки от Honda. Пульты управления достаточно удобны. С небольшого бортового компьютера можно установить связь с телефоном и управлять GoPro камерой. Конкуренты обладают примерно теми же возможностями. С камеры, возможно, может показаться, что дисплей слишком маленький и с него сложно считывать информацию. Но на самом деле это не так. Все читается просто на ура. И, к примеру, чего не скажешь о приборке Honda, которая блекнет в яркий солнечный день. Также своим долгом считаю отметить зачетные зеркала на Триумфе. Угол обзора у них просто отличный. Ну что, время подводить итоги, и хотелось бы ответить сразу на самый главный вопрос, который я задавал в начале этого видео. Кому подойдет данный мотоцикл? Определенно он подойдет всем новичкам и владельцам 400-ок, а также опытным мотоциклистам, которые не планируют загородные поездки вдвоем.
Характер двигателя очень эластичный и идеальный для знакомства с мотоциклетной техникой. 3 цилиндра отлично подходят для города, они не пихаются в пробки на малой скорости. Двигатель отлично тянет с низов вплоть до высоких оборотов без намека на вибрации. Нет провалов тяги и сама тяга хорошо прогнозируема, что очень помогает при отсутствии долгого опыта вождения. У конкурентов же уже будут компромиссы. 4 цилиндра Honda на низах будут более вялыми, в свою очередь 2 цилиндра Yamaha более взрывные, но дают намного больше вибраций на оборотах выше средних. По моему мнению, 600 кубов это золотая середина для повседневных задач. Мощности мотоцикла достаточно для любых повседневных поездок на работу, плюс он не даст заскучать в дни, когда хочется покататься в более активном и резвом режиме. Дизайн Triumph Trident выглядит достаточно лаконично, элегантно и от него не веет дешевизной, что в седле, что при взгляде со стороны. Период технического обслуживания у мотоцикла 16 тысяч километров, что несомненно плюс в сравнении с конкурентами. Также у меня промелькнула мысль, что мотоцикл отлично подойдет женщинам, так как он весит всего 189 кг и легок в управлении. Конечно же, мотоцикл не идеальный, и хоть Triumph заявляет, что Trident является одним из самых экономичных мотоциклов в своем классе, тем не менее его ценник составляет 8150 евро, что достаточно недешево для обычного классического городского Naked. Что можно сказать по конкурентам? Наиболее интересной альтернативой в классе выглядит именно Yamaha MT-07. Она легкая, недорогая, экономичная, с хорошим aftermarket выхлопом. Но тут также стоит отметить допотопный телескоп и своеобразный дизайн, который, как по мне, так на любителя. Подчеркну, что MT-07 прилично дешевле Triumph, поэтому если вы выбираете мотоцикл с точки зрения транспортных задач, а не как способ самовыражения, то с Yamaha у вас есть отличная возможность прилично сэкономить как на чистой стоимости транспортного средства, так и на бензине. По скриптум, или купил бы я себе Triumph Trident 660? Если бы мои поездки на мотоцикле ограничивались только чертой города, то да, вариант очень интересен. Но мой личный выбор в Naked категории все-таки остается за KTM 700-890 Duke. Но это мои личные предпочтения опять же. Triumph 660 я считаю отличным вариантом в категории классический среднекубатурный Naked. У него есть свой стиль, от которого не устанет глаз после пары сезонов, и хороший ТТХ, из которых в особенности выделяется трехцилиндровый мотор. Проживая в Италии, я вижу мало смысла тратить круглую сумму на мотоцикл, который не предназначен для маломальского использования вне черты города. Поэтому как только Triumph сделал анонс туристической версии данного мотоцикла, я решил наконец-таки протестировать оригинальную модель, чтобы уже иметь представление о грядущем спорт-туристе. Лично я считаю, что будущий мейнстрим средней кубатуры как раз за универсальными солдатами по типу спорт-туристов, который легок, понятен и проворен в городе, а также комфортен в дальних поездках на выходные без лишних трат на бензин, страховку, транспортный налог на мощность и более дорогое обслуживание большой кубатуры. Друзья, это, пожалуй, все, что мы хотели сказать об этом замечательном мотоцикле. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши новогодние, зимние, летние, осенние, весенние лайки и ci vediamo presto.